Нам потребуется пачка творога, 450 грамм, 9% жирности. Для того, чтобы творог был однородный, мы его будем мять скалкой прямо в пачке. Сейчас вилочкой мы немножко разомнем творог, чуть-чуть. Кому-то нравится, когда зернистые получаются сырники, а кому-то нравится, чтобы зернышек не было. Мне нравится, когда немножко зернышки имеются, поэтому я мну легонечко и чуть-чуть. Нам потребуется одно яйцо. Теперь ложечка сахара. Сахар можно класть ванильный или отдельно ваниль. У нас будет отдельно ваниль. Немножечко соли. Можно не класть соль, но я предпочитаю с солью. Все перемешиваем, перетираем сахар, яйцо, соль и творог. Масса становится более жидкая и более однородная. И очень красивого желтого цвета. То есть вилкой достаточно, да? Вилкой будет достаточно, но это на мой вкус. Потому что кто-то любит блендером взбить, чтобы это была однородная масса. Это на любителя. Кому-то нравится, чтобы творог был очень хорошо перетертый. Мне нравится, когда зернышки все-таки присутствуют, чтобы было понятно, что это творог. Сейчас будем добавлять масло. 20-30 грамм масла. Почему мы добавляем масло? Для того, чтобы вкус у сырников был мягкий и сливочный. Масло необходимо растопить. Растопленное масло выливаем в нашу массу и перемешиваем. В полученную массу добавляем муку. Можно добавить 2 столовые ложки полные, можно добавить 3, в зависимости от того, какие сырники вы предпочитаете. Если будет меньше муки, то будут мягче сырники. Если будет больше муки, они будут немножко пожестче. Это в зависимости от того, кто что любит. Сначала я добавляю 2 ложки муки. Будем смотреть по консистенции. Количество муки зависит от творога. Иногда творог бывает сухой, иногда творог бывает мокрый, с большим количеством жидкости. Сырники должны удобно формироваться, не прилипать к рукам. Судя по нашей массе, я бы добавила еще ложечку муки. Вот у нас получается вот такое вот тесто для сырников. Отодвигаем в сторону. Приступаем к формированию сырников. На стол высыпаем муку. 2 ложечки будет достаточно. Немножко ее распыляем. Формируем сырники. Я делаю колбаску. Обваливаем в муке. Немножечко прижимаем тесто, чтобы не было дырочек потом впоследствии в сырниках. Да? Раскатываем колбаску. Я вам покажу 2 вида сырников, которые я делаю обычно. Одни как бы ресторанные, это для красоты. Одни быстренько на завтрак деткам. И нарезаем. У нас получаются вот такие бочоночки. Сверху мукой присыпаем. Да? Вот это можно просто рукой. Это для домашнего использования. Можно сделать другие, удивить гостей. Берем вот такой вот стакан, емкость, неважно, она должна быть просто объемная, да? И делаем так. Переворачиваем и потом тихонечко прижимаем. Получается вот такой вот красавчик. Формы сырника будет зависеть количество времени на жарку. Складываем на тарелочку. Все это можно приготовить прямо сейчас, а можно положить в морозильник, заморозить, и утром 3 минуты у вас готовый завтрак. Наливаем масло, закрываем дно сковородки. Разогреваем, желательно, чтобы хорошо разогрелось, и потом переводим на среднюю температуру. То есть будем обжаривать на средней температуре? Обжаривать будем на средней температуре. Первые будем жарить домашние, для домашнего использования, для завтрака.
они жарятся быстрее. Огонь мы убавляем на средний, да, Да, сейчас? сейчас мы погрузим сначала, да, все сырники, а потом уже. Значит, эти сырники можно приготовить, поставить в морозилку, и когда хочется покушать сырников, достал и пожарил, да? Да, да, они размораживаются очень быстро. Разложить вот так вот по тарелочке, и они буквально в течение 10 минут они оттаивают. Сколько минут примерно обжаривать? 3-4 минуты с одной стороны и с другой стороны. Опять же, все зависит от огня. Сейчас переворачиваем. О, какие аппетитные. Вот он хорошо поджарился. Так, тут вот, наверное, нет, еще недостаточно. Проверим тихонечко, подсмотрим. Перевернем. Выкладываем на бумажное полотенце, для того, чтобы ненужный жир стек. Полотенце примет в себя ненужный жир. Сейчас мы будем выпекать более толстые сырники. Для этого нам понадобится немножко другая технология. Выкладываем их на сковороду. Убавляем огонь. Для толстых убавляем, потому что им нужно больше времени для того, чтобы они пропеклись. Переворачиваем наши бочоночки. Как они аппетитно поджарились. Для них можно использовать немножко больше масла и меньший огонь. И сейчас закрываем крышкой. Чтобы они там медленно... Под паром, да, чтобы вовнутри приготовились. Убираем на медленный огонь. Проверим наши сырники, как они у нас подпекаются. Да, их надо убирать. Наши сырники готовы и пробуем. Я люблю сырники с вареньем. Особенно, когда вкусное варенье. Да. Ну что, попробуем? Давайте, приятного аппетита. Спасибо. Наше творение. Вот как я люблю. Видны зернышки творожные. Великолепно. Вкусно. Выглядит очень красиво, очень аппетитно. Спасибо большое, что поделились рецептом. Приятного аппетита. Всегда, пожалуйста. Спасибо. Да. Приходите еще что-нибудь приготовьте. Обязательно.